Стас Полинский. Ведьма. Лес уж с полчаса как замолчал. Не слышно стало пересвиста птиц, стрекотания кузнечиков. Только перестук голых ветвей где-то высоко над головой. Деревья тут тоже были странными и страшными. Покореженные, словно больные люди, почти без листвы, но с большим количеством ветвей и торчащими тут и там из-под земли, узловатыми корнями. Они слегка шевелились своими кронами, хотя не было и намека на даже легкий ветерок. Словно дышали, словно живые. Где-то высоко раздалось очередное... Олеся хотела было по привычке перекреститься, но быстро вспомнила, что тут это не к месту. Избушка словно сама вышла навстречу. Так неожиданно она появилась перед Олесей. Ветхое строение, стоящее на двух массивных колодах. «Избушка ейная на курячих лапах, и куда захочет, туда и побежить». Вспомнила Олеся, как травили байки у костра девицы да хлопцы про это место. В былые времена многие по глупости к ведьме обращались. Зазнобу приворожить, али недруга наказать, болезнь прогнать. И никому ведьма не отказала. Да только страшную плату брала ведьма, такую страшную, что и запретно говорить теперь. Теперь уж никто и не знает, что требовала ведьма взамен. С полсотни лет назад издан был указ, что тот, кто ведьме на поклон пойдет, повинен смерти. А к самой ведьме были посланы служивые люди со священником во главе, дабы прекратить чернокнижие до беззакония. Что там произошло, то теперь неведано. Да только вернулись те люди не такими, как ушли, а словно душу из них вынули. Позже, кто из служивых хмельного упился, да в поле замерз. Кто с коня упал, да шею свернул насмерть. А священник и вовсе удавился сам, хоть и грех это великий. За один только год никого в живых не осталось, но к ведьме с той поры никто не хаживал. Такие разговоры велись по ночам у костров, и хоть мало кто верил в существование страшной ведьмы, девушки испуганно жались к парням. Олеся боязливо поднялась по истлевшим ступеням и нерешительно замерла у обросшей мхом двери. Внезапно на шаткие перила сел огромный черный ворон. Олеся отшатнулась от неожиданности. Ворон повернул голову на бок, направив на девушку свой любопытный, круглый глаз и протяжно заверещал. Пришли, стало быть. Девушка снова подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением, но ее остановил скрипучий голос из избушки. «Не стоит тут это вспоминать. Он отсель далеко. Знала ведь, куда шла-то. Не заступник тебе он тут». Олеся побледнела, а скрипучий, словно железо по стеклу, голос продолжал. «Или войди уж, или проваливай, откель явилась». Олеся собралась с духом и вошла в темную избу. Грязь и запустение царили внутри. С потолка и стен свисали гирлянды паутины. Девушка покрутилась в поисках хозяйки. «Сюда и подь!» — раздался голос от давно уж нетопленной печи. Олеся подошла, стараясь разглядеть хозяйку. На печи мусорной кучей валялось скомканное, истлевшее давным-давно тряпье, опутанное все той же вездесущей паутиной. Внезапно в этом мусоре Олеся разглядела удивительно яркие, словно изумруды, зеленые глаза. Олеся убрала мусор вокруг глаз и увидела лицо, настолько изъеденное морщинами, что напоминало кору старого дуба. «Воды дай! Воды мне!» проскрипело песком на зубах чудовище. Олеся пробежалась взглядом по горнице и увидела кувшин. Схватив сосуд, девушка выбежала из избушки и быстренько наполнила кувшин водой из ручейка, что лениво бежал неподалеку. Она приложила кувшин старухе к рту, что напоминал черную, бездонную яму. «Еще!» – потребовала ведьма.
Трижды Олеся бегала за водой и поила хозяйку, что поглощала воду словно сухой песок. «Хорошо», — наконец-то сказала старуха. «Как же хорошо! Спасибо, милая!» «Пожалуйста, бабушка, может, еще что сделать надобно?» «Надо, милая, надо! Освободи меня, я уже отплачу сполна!» «Как же тебя, бабушка, освободить?» «Кол осиновый в груди моей забили мне недруги мои давным-давно, и уже не знаю, сколько мучаюсь я тут, и не живая, и не мертвая, а только мучаюсь и страдаю. Колет кол проклятый, встать не дает, и помереть не могу, не пускает кол душу грешную тело покинуть. Ты вынь его, дочка». «Так ведь умрешь ведь ты тогда, бабушка». Старуха еле заметно ухмыльнулась. «Это ежели умереть я захочу, то умру, а я не хочу. Ты не думай, ты кол достань-то. Уже я за наградой не задержусь. Все дам тебе, что душе угодно». Олеся разворотила кучу тряпья и обнажила страшное, словно скелет, тело старухи, обтянутое мертвой кожей. Зрелище было ужасное, и тело смердело, словно старый гниющий труп. Между обвисших морщинистых грудей старухи торчал почерневший от времени толстый кол. Олеся, внутренне содрогаясь от отвращения, двумя руками взялась за кол. Старуха застонала. «Больно! Жжет огнем проклятущий! Ничего, я сдюжу, вытерплю. Ты вынь его, милая, выдерни!» Девушка крепко схватила кол непослушными руками. «Сейчас, бабушка, ты потерпи!» Она резко рванула и, не ожидая, насколько он легко выдернется, плюхнулась назад, держа в руках кол, испачканный зеленой прозрачной густой слизью. Ведьма заорала так, что Олеся, казалось, оглохнет. Видно, ей было очень больно. Олеся встала и посмотрела на тело старухи. Дыра в груди пульсировала. Иногда наружу пробивались какие-то пузыри и мерзко лопались. Олесю затошнило, и она поспешила накрыть старуху ветошью. Та открыла глаза. «Спасибо, дочка, от муки избавила. Такой боли вы, смертные, даже представить себе не можете. Да вы такую боль и не снесете вовсе. Теперь принеси мне еще воды, у изголовья поставь, да уходи покамест. Через 3 дня возвращайся да поведай просьбу свою. Да смотри, никому не сказывай, где была. Убьют тебя тогда и до меня доберутся. Теперь уходи, мне жить еще надо, силы набраться. Уходи». Олеся еще раз сбегала за водой и, поставив кувшин старухи в изголовье, пошла домой. Высоко в небе над девушкой летел черный ворон. К ведьме страшной Олесю погнали позор и обида. Тарас, сын старосты села, красавец-парень, задурил голову 15-летней девке-сироте. И замуж взять обещал, в свой дом привести невестой, да не одну, а с меньшим братом Игнаткой. «А кому вы, сироты, нужны-то? Батька твой в батраках у моего ходил, да и нажил лишь долгов, да штаны рваные. Так и домишка ваш, уж и не ваш давно. Батька мой жалостливый, вас не гонит. Да ведь и не прокормитесь вы сами. Кому нужны-то? А то, что красиво ты, как утро майское, то пустое. Замуж тебя никто не возьмет, ведь долги отца с тобой перейдут. Да еще и пацан сопливый на шее. Ты меня слушай, я твое спасение. Али не мил тебе?» Как же не мил-то? Красавец, балагур, да и старосты зажиточного сын. Самый завидный жених в селе, по которому все девки сохнут, да сами сватаются. Да вот только... «А говорят, что
что Захар Удот дочь свою за косы в лес оттащил да прочь прогнал. Волки, говорят, ее пожрали. Тебя винил Захар-то. А еще сказывают, что Анюта, Мельникова дочь, через тебя удавилась. Говорили, попортил ты девок-то. Али врут люди? Враки все. Не знался я с ними, мне по что. Мне тебя милее нету. Тарас напустил небрежный вид. И про тебя ведь люди разные сказывают. Что ходят к тебе по ночам мужики от жен своих за лаской женской. Я же не верю в сплетни эти брехливые. Краска стыда и возмущения залила лицо Олеси. Да как же это? А вот так, сердито ответил Тарас. А вдруг правда это? Как же я в жены тебя возьму-то? Вот тебе крест истинный, и в мыслях не было. Тарас, как же можно такое говорить? Ты же не веришь? Я-то? Сердце верить не велит. Да только много раз подобные пересуды слышал. А обманешь, как же мне жить-то с позором этим? Жизнью клянусь, своей и брата жизнью. Тарас обнял крепкой рукой девушку за талию, придвинув к себе. Та дернулась, но парень был сильным. Ты не бойся, Олеся, ты меня слушай. Люба ты мне, в жены тебя возьму. Веришь ли мне? Верю. Словно в мороке, находясь, прошептала Олеся. А тогда не протився, да не бойся ничего. Ты уже супруга мне, в сердце моем. А коли супругой назвал, то и преград между нами нет никаких. Коли веришь мне, то и не протився. Он нежно поцеловал дрожащую осенним листом Олесю, ласково проведя по ее груди ладонью. «Ничего не страшись, любимая, я с тобой». А через полгода прогнал как нищенку со двора, собаку едва с цепи не спустил. Тарас, так ведь дитятка у нас будет, Плакала Олеся. Понесла я. «Иди прочь, бледище! Чего удумала? Выблядка на меня повесить! Знать тебя не знаю и не знал никогда!» Тарас, перед чистым небом меня бесчестишь, ты же обещал. «Иди, убогая, не то пса отвяжу, он тебе шкуру блядовскую попортит. Пошла прочь, до греха не доводи. И на глаза показаться не вздумай, а тем более заговорить со мной». Я отцу твоему все расскажу. «И что ж, хоть царю расскажи. Себя не блюла, сама и повинная, а на меня напрасленно возводить нечего». На Олесю вдруг навалилась такая злоба и тоска, что, казалось, зубами горло проклятому обманщику вырвать готово. Но хоть в душе все клокотало от ярости, внешне она вдруг стала абсолютно спокойной. Не пара я тебе, знаю. Сама дуреха себя обманула. Заговорила она негромко. Я докучать тебе, Тарас, более не стану. Ты уж только хоть изредка в гости ко мне захаживай, за лаской женской, а дитя я сама рожу. Тарас хмуро смотрел на нее. «Женюся я. Батька сватов заслал, к Ерофановым, так что ты уж прости меня, что ли. Я чем смогу подсоблю. Неприлюдно, конечно. Так уж вышло, Олеся». Я тебя не виню. Один только раз дай поцелую и пойду. Один раз лишь. Олеся подошла к Тарасу и, обняв его, приблизила свои губы к его губам. «Не надо. Не ровен час увидит кто. Судачить начнут». Попытался уйти Тарас. Один раз лишь. Глядя ему в глаза, прошептала Олеся. Тарас нагнулся к девушке, и Олеся внезапно, словно волчица, вгрызлась острыми зубами ему в шею. Тарас вскрикнул от неожиданности, но быстро придя в себя, за волосы оторвал девушку от себя, с изумлением глядя в искаженное бешенством лицо, испачканное кровью. Потом с силой ударил Олесю кулаком в лицо. Та упала в пыль, хохоча безумным смехом. Не понравилось, как целуюсь я? Раньше-то ты поласковей был. Тарас, зажимая рваный укус на шее, сквозь зубы прошипел.
«Вон ведьма чертова!» Между пальцами Тараса сочилась алая кровь. «Еще раз увижу тебя, убью! Так и знай, милости не будет!» Олеся стояла над рекой на мостке, глядя в свое отражение на рябой воде. Прыгнуть туда, к русалкам, в омут. И нет забот никаких. Съедят рыбы плоть, и растает красота моя. Источит кости речной песок, растворит в себя река, и никто и не вспомнит, что жила на свете девушка, Олеся. А Тарас женится, детей с женой молодой нарожают, жизнь долгую проживет и успокоится в глубокой старости, любящими детьми да внуками окруженный. А братка Игнатка куда? 5 годиков мальцу всего. Никому не нужен. Никто не позаботится. Олеся тихо заплакала. Ей было жалко и себя, и братика, и нерожденного ребенка. «Ведьма проклятая!» Прозвучал в голове голос Тараса. Олеся распрямилась и задумалась. Вот кто поможет горю моему. Да только где искать ее, ведьму эту? И есть ли она вообще? На перила мостка внезапно грузно плюхнулась огромная черная птица. Ворон, склонив на бок голову, изучающе посмотрел круглым глазом на Олесю. Та вздрогнула. Мерзко заверещал ворон и, сорвавшись с места, полетел в сторону леса. На опушке ворон сел на сук дерева и вновь прохрипел. Олеся, как завороженная, пошла за птицей. Когда спустя 3 дня Олеся вернулась к ведьме, та вполне сносно передвигалась по избушке, хоть и видно было, что старуха еще очень слаба. К удивлению Олеси, принесшей с собой нехитрой снеди, печь была растоплена и внутри что-то булькало в горшочке. «Аскольд мой, зайца изловил да принес», — ответила на недоумение Олесе ведьма. Она была замотана все в то же полуистлевшее тряпье. Аскольд? «Ворон мой!» Олеся поставила корзину на пыльный стол. А я тут покушать принесла. Хлеба вот, сала немного. «А я уж и так тебе повинна», — перебила старуха. «Просьбу свою скажи». Олеся пробежалась взглядом по избушке. «Давай я, бабушка, сперва приберусь у тебя». Ведьма ухмыльнулась. «Значит, с обидой пришла, да все решиться на месть не можешь, а раз оттягиваешь». Она неожиданно положила руку Олесе на живот и прислушалась. «Живое! Мальчик!» Глаза старухи ярко сверкнули, словно кошачьи. С уголка губы потекла слюна. «Обрюхатил да в отказ?» Олеся покраснела и кивнула. «Ну, добро, отплатишь от всей души. Ну, чего стоишь пнем? Сама вызвалась, так и прибирайся». Когда Олеся навела порядок, старуха сказала. «Вон в стене дощечку видишь, что отходит?» Так кивнула. «Ты оторви ее». За оторванной дощечкой лежала деревянная шкатулка, довольно увесистая. Олеся открыла ее и увидела, что она наполнена монетами. «Возьми сколько надо, да на рынок сходи. Одежду мне прикупи, черное бери да плотное, и съестного что. Да так, погляди, может, нужно чой в хозяйстве. Да золотые же не бери, дуреха, серебро да медь, в краже обвинят да шкуру плетьми спустят». Олеся кивнула. «Где мамка с отцом-то? Выгнали от срама?» «Сирота я, бабушка. Мамка от горячки слегла, как годов 10 мне было. А батька 2 года как от подучей помер. Одни мы с браткой остались». Глаза старухи опять по-кошачьи сверкнули. И в который раз сдержалась Олеся от крестного знамения. Жуткая она все же, ведьма эта,
по-непонятному жуткое. Вот если волка или разбойника встренуть, то оно хоть и страшно да понятно. А вот старуха страшна непонятностью своей, как сама смерть старуха загадочна. «А где ж кинула брата-то?» «Ничуть не кинула», — возмутилась Олеся. «Дома он, пока не забрали дом-то», — добавила она грустно. «Сколько ему?» 5 годков». Старуха тяжело присела на скамью. Ох, гнут к земле годы-то, нет сил. Ты, дочка, ты сюда его приводи, вместе жить будем. Вижу, смышленая ты, грамоте разумеешь? Немного. Батюшка буквам и счету учил. Подучишься, времени-то хватит. Передам тебе знания такие, что никогда не обидит никто более, и нуждаться ни в чем не будешь. Веди мальца, вместе веселее. Олеся глянула на ведьму с недоверием. «Напугается бабушка, Игнатка тебя». «А что, так страшна?» — ухмыльнулась старуха. «Ты погодь, я и покрасивше тебя, милая, быть могу. Ты не думай, ты брата приводь, а я вас как детей родных приму. Ты ж меня от муки до плена выручила, должок за мной». Вот этот порошок ты в тесто добавь, что для каравая свадебного. Уж как, сама придумай. «А чем поможет порошок?» Ничем не поможет. Не для помощи он изготовлен, а для мести. А потом беги оттуда. Лучше уже не видать тебе свадьбы этой. Долго вспоминать еще ее станут. Олеся приняла от ведьмы узелок со снадобьем. Уже 2-ю неделю жили они с братом у старухи в избушке. Попервой Игнатка жуть как страшился и бабки безобразной, и леса этого, больного, а больше всего ворона черного, но со временем пообвык. Даже стал играться с птицей. Кинет ей щепку или шишку, а тут приносит словно собака. На медне старуха послала Олесю купить порося. Когда-то принесла маленькую хрюшку домой, ведьма велела им с братом пойти погулять на ярмарку, денег дала немного. Странно, но после первого же визита Олеся с легкостью находила дорогу к избе, хоть дороги и не было вовсе, словно за руку кто вел. Понимала при этом, что чужой человек в жизни в эти дебри прохода не найдет. Вдоволь нагулявшись на ярмарке, да наевшись с братом пирожков с вареньем и нащелкав семян подсолнуха, Олеся встретила Ксению, подружку свою, покупающую муку. Ксанка была стрепухой у старосты. Не веря в свою удачу, девушка разговорилась с подругой. Ксения поведала о готовящейся свадьбе Тараса. Свадьба на послезавтра назначена, а сегодня на ярмарку к свадебному пиру закупаться поехали. «И Тарас тут?» – небрежно спросила Олеся. «Да, с невестой где-то. Меня-то за мукой послали. Каравай свадебный печь буду. А ты куда пропала?» «Хорошая взяла-то», – перевела тему Олеся. «Чай не дура, пшеничная, белая, как первый снег. А вот погляди». Ксения открыла мешочек. «Что же это?» Олеся, вытаращив глаза, смотрела куда-то вдаль. «Пожар, что ли?» «Где?» Обернулась Ксения, и порошок из узелка мгновенно был пересыпан в мешочек с мукой. Олеся быстро перемешала муку ладошкой, благо и порошок был довольно светлого тона. «Да показалось». Тараса таки Олеся встретила. С Наталкой Дорофеевой они стояли возле лавки с цветастыми платками, и Тарас один за другим накидывал ткани, цветами расшитой, на плечи невесте, да любуясь молодой, что смущенно опускала глаза. Красивая пара. У Олеси сердце сжалось от обиды. В какой-то момент Тарас увидел Олесю, но, едва одарив взглядом, вновь обернулся к Наталке. «Трудно подарок тебе выбрать. Каждый тебе к лицу.
Все эти возьму». Тарас сгреб в охапку с десяток разных платков. «Любой ты красотой своей украсить сможешь». Олеся отвернулась и пошла прочь. Знала ведь, не от щедрости был жест этот, ее лишний раз уколоть побольнее. «Я как свататься пойду, дорогу от дома твоего до моего платками из шелков для тебя выстелю, чтобы ножки ты белые не пачкала». Последние сомнения оставили Олесю. Когда вернулись к ночи, то старуха накормила детей рагу из поросятины. «Вкусно-то как!» Громко чавкая нахваливал Игнатка, набив полный рот мяса. «И повкуснейше бывает», — ухмыльнулась старуха, потрепавши мальчонку по голове узловатой ладонью. Олеся для себя отметила, что бабка вроде и пошустрее стала. И морщины вроде как разгладились, едва заметно, словно с 10 лет скинула. Бабка взяла кость с куском мяса и, присев к столу, начала задумчиво обгладывать, с интересом поглядывая на Игнатку. «Глупый зверь порося. Боится да визжит. А чего боится и сам не ведает. Глупый, мало толку. Плохасок живится получается, мусор один. Мало пользы от зверя глупого. Эх». О чем-то своем размышляла она негромко. Олесе вновь стало неуютно, как всегда было, когда бабка в свои мысли уходила. «Бабушка, я порошок подсыпала». Бабка отвлеклась от мыслей. «Знаю. Аль думаешь, само так случилось, что вы с девкой той носами столкнулись? Как и с обидчиком твоим. Много кому дороги перекрестить могу. И развести дороги могу. Много чего ведаю, от чего ведьмой и кличут». «А давно ведаешь, бабушка?» — поинтересовалась Олеся. Словно мутная пелена упала на обычно яркие глаза старухи, заставив потускнеть их. «Словно ящерица», — подумала Олеся. «Всегда», — пробормотала она. «Не помню я ни отца, ни матери своих. Ни детства, ни отрочества. Всегда я была. Сюда из холодных каменных стран приплыла, на лодках больших, с воинами могучими. А в те земли из края жаркого попала, где песок желтый куда ни глянь, и солнце жаркое палит. Всегда я уходила из краев, как озлоблялись против меня люди. Смешалось все в голове давно. Иной раз сны снятся с чудовищами лохматыми, огромадными. У иного рога на носу, а у другого на вроде и хвост огромный посреди хари, лохматый, да зубы желтые наружу кривые торчат. Само как 3 избы высотой. Огни в пещерах каменных, люди в шкуры замотаны. А что правда, что сон, уж и не упомню вовсе. Всегда я была». Игнатка испуганно заплакал, прижавшись к сестре. Старуха тряхнула головой, избавляясь от призраков прошлых тысячелетий. «Ну, полно, полно. Испугались ишь. Ложи спать мальчонку, да пойдем науки учить», — обратилась она к Олесе. Олеся, словно фурия, влетела в избу, громко хлопнув дверцей, отчего та едва не разлетелась в щепы. «Ты что же это? Не этого я хотела. Бессилия ему мужского. Ильей не родой быть, но не такого». «Чего орешь-то, как на угли тебя задом голым посадили? Ты мстить хотела? Сбылась месть твоя». «Я не так хотела». «Ты мне голову не заговаривай. Я твою душу черную насквозь вижу. Ненавидела ты всех лютой злобой. Ты себя обманывать можешь, меня не удастся. Этого ты и хотела, да сама себе признаться боялась». Ведьма стала надсевшей прямо на пол Олесей. «Встречала я таких уже. Отравлена ты, обида твоя ненавистью черной в душе проросла.
Думаешь, не знаю я, как сжечь ты село хотела? Не знаю, как хотела колодцы потравить. Я все ведаю. Ты такая же, как я. Да только поглупее. Думала моими руками в дерьме измараться, а самой чистой выйти. Не бывает так. Все, что случилось, твоя вина. Так и запомни. Про страшную свадьбу говорили везде. Олеся услышала про страшные события, когда спустя 2 дня пошла на рынок. По слухам, все началось в самый разгар веселья. Молодой посреди пира вдруг встал, поцеловал невесту да вышел. А спустя какое-то время вернулся и одним ударом топора, что принес с собой, снес молодой верхушку черепа. Потом начал рубить всех, не разбирая, словно дрова на зиму заготовил. А дальше и другие гости ополоумели. Дрались все, старики и бабы, дрались мужики и дети, жестоко, до самой смерти, ножами и кольем. Душили друг друга руками и рвали зубами. Никто не искал себе противника по силе, никто пощады не просил, а кидался, как бешеный зверь, на того, кто был рядом, и старался убить, разрывая рты и выдавливая пальцами глаза, скользя на крови и выпущенных внутренностях и вновь втыкая ножи даже в тех, кто и дух давно испустил. Больше 200 душ загинуло в мясорубке этой страшной, осиротело село, так и не узнав, что причиной ярости безумной стал свадебный каравай, от которого по обряду каждый отщипнуть да съесть должен. «Как же жить теперь с этим?» Ведьма ухмыльнулась. Ты давно с этим живешь. Ты себя прими как есть, не обманывай, легче станет. Или хочешь сказать, жалеешь их?» И вдруг Олеся поняла, что права ведь ведьма. Радуется ведь она, глубоко, где-то внутри торжествует и давит в себе радость эту. Просто действительно, ведь за те добродетели держится, что с младенчества вбивали ей, да и другим тоже. А если не хочет она так? Если сама хочет правила устанавливать, сама решать, что такое хорошо и что такое плохо, ведьма вон, ни перед кем не отчитывается за действия свои и живет вечность. А чем она, Олеся, хуже? Она подняла глаза на ухмыляющуюся ведьму. «Спасибо тебе, бабушка. Права ты. Перечить тебе более вовек не стану. Научи меня своему ремеслу». «А сдюжишь? Не по-всякому ноша-то». «Сдюжу, бабушка. Учи». «Ты с лесом слейся, в туман обратись, растворись в ветрах буйных. Одним целым ты с землей и небом стань. И птаху, и травинку малую слушай. Тело-то оставь, не помрет оно, тело твое». Олеся сидела на полянке перед избой, стараясь освободиться от тела, как ведьма учила. Получалось плохо. «Дум в твоей голове лишних множество, мешают думы тебе». Резкая боль уколола в ладонь. Олеся вскрикнула и дернулась. Старуха покачала головой, вынимая булавку из ладони девушки. «Не можешь тело свое отринуть, смерти боишься. Вставай, сама не сможешь. В лес пойдешь, по грибы мухоморы. Зелье для тебя варить стану». «Из мухоморов? Так ведь умру я насмерть от них. Отрава они». «Вновь споришь? Умрешь, да не насмерть. Из тела выйдешь, со стороны на себя глянешь. Понять тебе состояние это надобно. Пока смерти боишься, сама не сможешь». Многому учила Олесю старуха. И как погоду по приметам отгадать, и как зверя любого заворожить взглядом да напевами. Травам обучала да порошкам, что сама ведьма алхимией называла. Уже сейчас много ядов и лекарств знала Олеся. И ведать не ведала, что чудеса такие прямо под ногами растут. Иную траву вырвешь, от болезни живота поможет.
А высушишь ее же, да с корнем другим смешаешь. Кинешь недругу в щи, и неделю тот со срамной ямы не слезет. Половину веса своего туда сольет, по носам водянистым мучаясь. Из другой сок выпаришь. Много травы той надобно, а соку всего только капелька одна. А макнешь в капельку эту иголку, уколешь ей человека, и через 3 дня умрет он смертью непонятной. И такая была трава, что обычно в селе веревки до нитки с нее вили. А ведьма травой той окуривала хату. Да хоть и драла горло она дымом едким, да только так после нее спокойно и хорошо становилось. Олеся с Игнаткой хохотать начинали, и даже обычно хмурая ведьма смеялась каркающе, словно ворон Аскольд. Все травы знала ведьма. «Все, что вокруг тебя, то и снадобье лечебное, и яд страшный. Все от меры правильной зависит», — учила она. Грамоту учили. Олеся-то читать немного умела, а только ведьма показала ей письмена незнакомые, буквицы там мудреные. «Всю жизнь собираю». Ведьма развернула свиток с изображениями каких-то значков. Птички, глаза, жуки. «Это из жарких стран. При царском дворе там была провидицей. Бежала я оттуда». А почему? «Царь тот, фараон по-ихнему, знать хотел, когда умрет. А умереть он через месяц должен был. Сказала бы правду, замуровал бы заживо, и сейчас бы сидела там, ногти об стены срывала, на волю царапаясь. А соврала бы, тоже надо мною могилу фараона этого поставили бы. Из 1000 камней, что каждый камень словно терем высотой». Это где же могилы такие, бабушка? Удивилась Олеся. «Далеко, за 1000 лет назад отсель». Бабка достала из сундука несколько больших книг со страницами из тонкого пергамента. «Туточки они, все знания мной за жизнь собранные. Все перевела да переписала. Сколько языков-то, ох-хо-хо-хо, тяжкий труд. Нет цены книгам этим. Злата в мире не наберешь, чтобы хоть одну купить. Вот». Ведьма взяла одну. «Про травы все. Это...» Подвинула она другую. В кожаном переплете на коже было вытеснено жуткое лицо с открытым ртом. Казалось, что книга безмолвно кричала. «Как из мертвых возвернуть и служить заставить. А вот, как в зверя лютого обратиться. Вот как нечисть вызвать. А это...» Она аккуратно взяла самую малую книгу. «Это как время оседлать, как красоту да молодость приручить. Любимая моя книга». Ты можешь молодой стать? Удивилась Олеся. «Я все могу». А что ж не станешь? «Скоро стану. Есть пока загвоздка, и не пойму что, то ли помощь, то ли помеха», — ответила старуха, глядя на Олесю. «Где брат-то твой? Покормила хоть мальца?» Ай, Досадливо отмахнулась Олеся. бегает со Скольдом где-то. Как проголодается, сам придет. Не нянька я ему. Она увлеченно листала толстую книгу. Ведьма довольно ухмыльнулась. Летала я, бабушка, словно птица небесная. И тебя видела, и Игната, и себя саму. Как бы сижу я, глаза закрывши. И вроде как чую себя, слышу, как поешь ты рядышком, как иголкой колешься чую. И вроде вижу все с небес это. Как же хорошо-то! Словно напополам меня порвали, и в 2 телах я. «Ты глазами Аскольда смотрела. Я его давно уже обучила связи этой внетелесной. Как надо мне, так я его глазами по округе гляжу. Так и нашла тебя. Со временем научишься и сама зверю любому в голову забираться, а потом и человеком. Ну что, не страшно умирать-то? От мухомора ядовитого». Страшно, только ведь не померла я. Дурно только, как хмельного упилась.
Все яд, да все лекарство. Мера главное. Роды прошли так легко, словно по маслу. Принимала ведьма, и, как и предрекла давно, родился мальчик. Какие снадобья давала старуха Олесе, та все безропотно принимала. Теперь же она лежала с младенцем на печи, укрытая шкурой барашка, и отдыхала. Олеся понимала, что происходит что-то неправильное. Она словно тонула в глубоком омуте, стараясь выплыть. Но все тело поразило немощь. Издалека раздавался детский плач, периодически срывающийся на душераздирающий крик. «Игнатка!» Олеся хотела вскочить, но даже не смогла пошевелить хоть пальцем. Она с усилием открыла глаза. Ведьма сидела за столом, спиной к Олесе, отбрасывая гигантскую черную тень на стену. В печи горел огонь, освещая ее со спины. Она нагнула голову, и вновь раздался крик. Ведьма с видимым усилием дернула по собачьей головой, словно отрывая что зубами. Раздался хруст и полный боли крик. Старуха глухо забубнила. А покричи, милок, помучайся. Знаешь ты, страх настоящий. Человек ведь, а не порося глупая. Ты пугайся, милок. Хороша согживиться от страху, да муки бывают у деток малых. Вернешь ты мне молодость мою, ты уж помучайся, сделай милость. Олеся не в состоянии даже закричать, молча заплакала. Словно услыхав, чудовище за столом медленно обернулось, все так же закрывая собою свою страшную вечерю. Зеленые глаза ее словно стали еще ярче. Лишь их и видно было на темном силуэте, замотанном в черные одежды. Ведьма вдруг утробно зарычала, словно голодная собака, у которой хотят забрать кость. Олеся вновь провалилась в беспамятство. «Ну как спалось, молодой матушке?» Перед Олесей стояла красивая молодая женщина лет 25, держащая в руках миску с ароматным варевом. «Молоко-то есть? Я бульон у куриного сварила. Полезно тебе тепереча. Для молока-то самое нужное». «Ты кто?» – изумилась Олеся. «Никак не признала. Я же говорила, что и покрасивше тебя быть могу». «Бабушка!» «Была бабушка, да вся вышла. А как же это? Науки мои, ты ешь, ешь, а то стынет похлебка». Жизнь пошла по прежнему руслу. Только что добавилось хлопот с детем, но то природное. Когда ведьма стала помоложе, то вроде и характер свой вздорный с телом старым сменила, хоть и по-прежнему мудрая да веселая. «А как звать-то тебя? Сколько живу, ни разу и не спросила». «Легион мне имя», — ухмыльнулась та. «Едвигой зови, аль просто Егою». Олеся продолжала учиться. Все было хорошо, да только что-то в голове ее застряло, словно рыбья кость в горле. Важное что-то. А что? Никак Олеся вспомнить не могла. Не хватало чего-то. Словно палец отрубила случайно да забыла уж давно, а вот чувствует его, палец несуществующий. «Не помню я, Едвига, что-то нужное, важное, мучит меня что-то». «Пустое. Ты голову от дум ненужных освободи. Есть чему голову-то наполнить». Олеся, как обычно, сидела на печи да баюкала на руках сына. Едвига сидела к ней спиной за столом, читая одну из книг своих. Что-то вспыхнуло в огне ярко, и Едвига на мгновение отбросила гигантскую тень на стену. Волосы Олеси встали дыбом. Кровь застыла в жилах от ужаса. Она все вспомнила. Олеся встала и тихонько пошла на двор. Собралась куда? С лавки Ядвиги сияли два изумруда глаз. «До ветру».
Глаза, не мигая, смотрели из темноты прямо в душу. Что помыслы закрыла? Есть что скрывать? Олеся чувствовала, как Едвига лезет в голову. Срамно. До ручья мне надобно сбегать, подмыться. Уйди, Едвига, срамно мне. Добро. Глаза погасли. Выйдя, Олеся направилась туда, где, казалось, вечность назад спрятала осиновый кол. Он был на месте. Засунув в рукав кол, Олеся проскользнула на печку и стала ждать утра. Часам к 5 утра Едвига засыпала ненадолго, начиная крепко храпеть, как древняя старуха, которой она по сути и являлась. Шаг за шагом, тихонько, чтобы и дощечка под ногой не скрипнула, кралась Олеся к ведьме. Шаг, остановка, шаг, остановка. Олеся 2 руками занесла над ведьмой кол. Первые лучи солнца слегка освещали горницу. Все случилось в один миг. Заплакал сын, и Едвига открыла глаза. Буквально долю мгновения они смотрели в глаза друг другу. Потом Олеся с силой вонзила кол в грудь ведьме. Как и в давешнее время, кол так же легко пробил плоть, как и вышел из нее когда-то. Острие, пронзив тело насквозь, скрипнуло о деревянную лавку. Ведьма заверещала раненым зверем. Крик подхватил испуганный ребенок. Олеся отпрянула, глядя, как уходит красота Едвиги, как сморщивается лицо ее, словно сухая тыква, брошенная в огонь. «Вытащи! Больно!» Едвига дергалась всем телом, суча ногами по лавке, как припадочная. Олеся отвернулась и начала одеваться. Собрала сына. Сложила книги в котомку, выгребла все монеты из тайника. «Проклинаю тебя! Весь род твой проклинаю! Сами себя во веки веков жрать станете, никому счастья не будет. Ох, зря ты это сделала, ох, зря, не властно время надо мной. Я уж не раз возвращалась, я вновь вернусь, я вернусь». Не вернешься. Олеся кочергой выгребла тлеющие угли из печки на пол. Отжила ты свое. Хватит. Олеся шла, неся перевязь с книгами и монетами через плечо и сыном в руках. За спиной ее все сильнее разгоралась старая изба, и из огня и дыма над лесом летел крик. «Все потомки твои мучаться будут, и мучать будут, и вновь мучаться, всегда проклинаю тебя!» Олеся не оборачивалась. «Если не дал Бог тебе родить, то что делать прикажешь? Я тебя люблю и бросать не намерен. Есть решение о наследнике. В приюте мы его возьмем, воспитаем как родного, а скажем, что сама родила». Княгиня заплакала. «Милый, может и вправду не судьба нам просто быть вместе?» «Глупости. Я решил. Но ребенка надо взять сейчас же. Я уж всем написал, что на сносях ты, и домой приедем с пополнением». Князь обнял жену. «Я с тобой никогда не расстанусь». В сиротском приюте Штупряженском монастыре чете Лисицких было предложено несколько кандидатур. Внимание княгини немедленно привлек красивый, ухоженный, в отличие от других сопливых детей, темноволосый, как и они с мужем, карапуз. «Откуда он?» – поинтересовалась дама, беря это чудо на руки. «Он с месяца 3 как появился», – ответила монашка. «Как и обычно, подбросили на порог. С тем лишь исключением, что с ним 5 десятков золотых червонцев было, да с письмом. Его зовут Игнат». У князя от изумления вытянулось лицо. «Вы что же, и деньги с ним отдаете? Это же целое состояние». В письме было сказано, что деньги эти принадлежат младенцу, и их можно тратить только на его содержание, а по прошествии 16 лет выдать остаток на руки.
Настоятельница хотела взять из этих денег на ремонт часовни, так ей в тот же день балка на голову упала, едва не насмерть. Другой раз взяли на нужды монахинь, так начались несчастья одно за другим. Одна ногу сломала, вторая кипятком ошпарилась, а третью... Монашка испуганно вытаращила глаза. Так и вовсе снасильничали. И монашка неистово закрестилась, а потом грустно и завистливо вздохнула. Дурные-то деньги. Пусть уж при нем будут. Да и перед Богом не стыдно. Не позарилась обитель на золото сиротское. «Да мы же, любимая, ребенка себе под стать берем», — шепнул на ухо княгине Лисицкий. «Уж с таким капиталом точно мальчонка благородных кровей». Глаза-то какие, словно аметисты драгоценные. Восхищенно прошептала княгиня, глядя в фиолетовые, с золотыми и изумрудными точками огромные глаза ребенка. «Ну что, решилась?» Княгиня поцеловала малыша в макушку и счастливо улыбнулась. «Берем».